На краю земли, где тундра встречается с суровым морем, а погода меняется быстрее, чем бьется сердце, начинается наше путешествие. Денис Морозов отправляется на границу Коряки и Чукотки, в один из самых отдаленных и труднодоступных уголков России. Здесь, среди бескрайних просторов, предстоит добыть редких обитателей этих земель – корякского и чукотского баранов. Но охота в этих местах – это не только трофеи. Это борьба с непредсказуемыми стихиями, проверка силы, воли и команды. После 9-часового перелета из Москвы Денис Морозов приземляется в аэропорту Елизово. Это ворота в дикий и суровый край Камчатки. Здесь его встречают старые друзья и опытные организаторы охоты. Времени на отдых нет. Впереди новый перелет в сторону Чукотки. На самолете. Да. Сейчас 2 часа мы летим на самолете, перегружаемся, и еще часа полтора-два на вертолете. Час на вертолете. Ну мы, короче говоря, к вечеру на базе, и завтра уже начинаем. Я очень надеюсь. Там разведка есть, нет? Меня зовут Анатолий Турушев. Я являюсь генеральным директором ООО «Камчатский трофей» и ООО «Охот Беринг». Сейчас мы направляемся на самолете в поселок Осора, далее вертолетом в поселок Теличики и далее вертолетом под гору Ледяная. Это граница Корякского автономного округа и Чукотского автономного округа. Маршрут займет около час 40, час 50 до Осоры, около 40 минут, если будет погода плохая, то может быть час до Теличек. И дальше в горы около 2 часов. Были долгие дожди, полоса непригодна для посадки самолета, поэтому нам придется лететь в Осору, а дальше в Телички на вертолете. Вертолет может сесть на любую полосу. Да, все, полетели. Туда, где заканчиваются дороги, и начинается настоящая экспедиция. На Теличики. Уважаемые пассажиры, в самолете имеется один пассажирский салон. Багажный отсек расположен в хвостовой части самолета. Туалетная комната расположена в передней части самолета по левому борту. Даже не знаю, как название этого аэропорта. Кажется, его на точке даже... На карте его даже нету. Но взлетная полоса есть. Сейчас пересаживаемся на вертолет и дальше двигаемся. Задача сегодня попасть на место дислокации, разбить лагерь и завтра уже начать охотиться. Но, если честно, по графику отстаем уже и не очень получается добраться. Ну, в общем, вертолет не успевает сегодня вернуться. Будем договариваться, чтобы вертолет ночевал сегодня вместе с нами. Ну, и погода так себе. Ну, в общем, посмотрим. До перевалочного пункта остается совсем немного.
Погода в Осоре разительно отличается от погоды в Петропавловске-Камчатском. Есть надежда добраться до базового лагеря сегодня, но есть и еще одна важная особенность региона, которую нельзя не учитывать при планировании маршрута. Это теплое течение Курасио, поднимающееся от берегов Японии, и холодное Курильское течение, начинающееся в водах Северного Ледовитого океана. Они встречаются у побережья Камчатки, смешиваются и создают крайне непредсказуемые погодные условия. С Петропавловска добрались до Осоры на нашем советском, самом ни на есть русском самолете. Да, Осоры. В Осоре пересели на наш, что ни на есть, русский вертолет Ми-8. Добрались до Теличиков. Удивительное место. Теличики. Очень хочется добраться еще на вертолете, еще час-полтора лету до места базирования, до нетронутой природы, где снежные бараны практически питаются с рук. Надеемся добраться туда, но пока пилоты говорят... Здесь один вертолет сломанный. Это интересно, на нем мы не полетим. Нет, я говорю, поэтому не отпустят, не разрешат им. Прогноз неутешительный. 3 вертолета, а у одного бак пробит. Мы на нем не полетим. Второй остается под всякий ЧС, на всякий случай. А второй непонятно почему, но нельзя лететь. Короче говоря, завтра погода, я так понимаю, вообще неутешительная, скорее всего, тоже не вылетим. Послезавтра узнаем о погоде завтра. В общем, все по-нашему. Начинается все классически. Вода есть, вон даже гостиный двор, аэропорт есть. Вода есть, море есть. Вот такие теличики. А здесь люди даже живут, как оказывается. Но все поселки камчатские, все вот эти, которые райцентры, они все практически чисто административные центры. И больше ничем. То есть кроме бюджетных организаций. Крупных предприятий коммерческих нет. Ну, коммерческих предприятий крупных. То есть вот магазины частненькие. И все, больше ничего нет. Вот здесь рыбзавод небольшой, он совсем небольшой. Он раньше-то большой был. Здесь была большая геолого-разведочная партия, была большая, да, в этом Корфу. Потом в 2006 году здесь землетрясение произошло. Здесь Да, здесь, сильно порушило. да, вот Корф вообще разрушило, его закрыли. Оленеводство было. Сейчас нет, да? И оленеводов не стало. То есть тут политику, когда вели еще при советской власти, их всех вот этих молодежь всю собирали, возили в интернат, они в интернатах жили. Конечно, а возвращаться никто не хочет. Ну, тогда они рвались, их оттуда выдергивали, они уходили пешком, всяк разного, эти табуны, их оттуда выдергивали. А теперь загоняют, а они уже не идут. Россия наша бесконечна. Вот у нас теличики, и дальше теличиков еще есть что-то. Вот мы сейчас туда и полетим за этими баранами. Дальними, самыми снежными, самыми труднодоступными и самыми долгожданными. Очень надеемся, что мы их добудем. Мы сейчас не летим, потому что будет дождь. Короче, поехали на паром. Да, лучше Я так там понимаю, что мы на Карвадос. этих теличиках будем чалиться. Да, пару дней. пойдем. Дай Вы бог, что хотели на послезавтра рыбалку нет. здесь сходить. Короче, Магадан, идем по схеме Магадан. 8 дней на баркасе. Хотя бы 4 надо в теличиках пропитаться местным бытом. Приключения начинаются. Село Корф, где и находится аэродром Теличики, встретило нас очередной неожиданностью. В гостинице не оказалось ни одного свободного номера. Само село и сегодня хранит следы катастрофы после алюторского землетрясения 2006 года. Поэтому нам любезно предложили снять квартиру в самих Теличиках. Ты заезжаешь, камон. Ты главное меня спустил. Но для этого нам нужно успеть занять место, на пароме который идет до материка. В противном случае нужно будет добираться на веслах со всем своим багажом.
Переправа на лодке обойдется значительно дороже, чем на пароме. Это просто бизнес, и здесь нет ничего личного. Мужик оригинальный, с Москвы. Здесь полазил, потом меня встретил, говорит, его посмотри, говорит, а у вас есть цены, это кусачи, как вы здесь живете? Видно, у вас зарплата хорошая. Ну, она везде по-разному. У кого-то его, у меня знакомый, в медицине работает. У него зарплата 20 тысяч. Она еще как-то выживает. Ребенка одевает. Пахала, она. А так что? Хлеб 80 рублей стоит у нас здесь. Бензин 100 рублей, литр. Да, продукты то, блядь, то они есть, то и нет. Вот сейчас пароход на рейде стоит, палатка появился. Ну, привезет через 2 дня и дня уже ничего. Marriott Resort and Spa. Здрасте. Здесь будем ночевать. 3 комнаты есть, койки есть, 2-ярусные кровати. Я в детстве всю жизнь мечтал на 2-м ярусе спать. Ну что? Все, остаемся. Давай. Что, смотри, да? Таскай, конечно. Да, давайте разгрузимся и отпустим. Надо под янтов не разуваться. Да, давай. Слава богу, выспались. Сложная перестройка, это 9-часовая. Сейчас погода вроде бы неплохая, хотя вчера обещали плохую погоду. Сейчас быстренько едем, пристреляемся. Попробуем здесь пристреляться, чтобы уже там на месте не шуметь. И очень верим, надеемся, что сегодня нас забросят на место охоты. Поэтому вроде бы солнышко выглядывает, погода свои. Приходи. Поэтому пока пристреляемся. Да, но у нас так мало дней бывает летом теплых. Это вообще пипец. Мало, да? С июня, если брать в август, недели 2 от силы, наверное. Остальное дожди, пасмурно. Ты видишь попадание? Что? Попадание видишь? Да. Макс, смотри! Они по линии, но одна, но между ними расстояние тоже. Как ложатся пули, Дениса не устроило. Пришлось немного задержаться и как следует привести оружие к бою. Мы уже говорили в прошлых фильмах, как сильно влияют различные факторы на траекторию полета пули. Баллистика – наука точная и беспощадная. Даже идеально пристреленное дома оружие после перелета через полмира может повести себя иначе. Причина в разнице геомагнитного поля, плотности воздуха, влажности и даже минерального состава почвы. Каждый из этих факторов способен изменить траекторию полета пули. Поэтому пристрелка на месте – это не формальность, а необходимость. Да не, я туда и стрелял. Видишь, и 2 пули в одно место ложатся, тоже хорошо. Я просто не могу понять, как оно все сбивается. Ты видел, сколько накручивать пришлось? Ну, считай, заново пристреливать. Да.
я для Карифана вашего, он стоит там бедный. Нет у нас Карифана. Так вы могли, да? Один друг был и того потеряли. Пристреляли, дрон летит, все нормально. Поэтому с оружием надеюсь, что все в порядке. Сейчас собираемся и будем ждать уже вертолетом. Очень с большой верой и надеждой, что сегодня нас забросят. Ну а там, кто знает, конечно, но все воля Божья. Да, все наши, конечно, охоты российские такие, трудоемкие, время затратные, но самые интересные. Ничего нету интереснее охоты в России. Таможня, добро. Перед нами долгожданный Ми-8, единственная возможность попасть в район охоты. Синоптики дают всего несколько часов погодного окна. Можно сказать, что сегодня природа подарила короткий шанс, и важно использовать его без промедления. Чтобы избежать формальностей и лишнего внимания, загрузку решили провести на окраине деревни. Дело за малым. 4 тонны груза, оружие, провиант, оборудование – все должно быть тщательно перегружено из КАМАЗа в вертолет. Это не просто перелет. Это начало охотничьей экспедиции на краю света. И вот мы снова отрываемся от земли. С высоты открывается величественная панорама на необъятные просторы нашей Родины. Наш путь лежит к границе Корякского автономного округа и Чукотки. Добрались мы, наконец-то, можно сказать, 3 суток добирались до места охоты под названием Чампаям. Короче говоря, не выговоришь название. Тут буквально на границе мы уже с Чукоткой. Хотя вчера сказали, погоды не будет, и мы сегодня никуда не улетим, но это вот когда тот случай, когда повезло, и мы улетели. Когда прогноз погоды был неверный, и был неверный не в ту сторону, которую бы хотелось. Поэтому добрались, сейчас разгружаемся, ставим лагерь. А завтра уже будем пробовать подняться в горы и поохотиться. Но опять же, если погода даст, потому что сейчас всю дорогу практически лил дождь. Сейчас тоже немножко капает. С момента выезда из дома до момента прибытия на точку охоты, с учетом всех погодных условий, 3 суток. Это, конечно, такой, наверное, дальний рубеж, один из самых дальних рубежей. Мало того, что планеты, еще и России. Поэтому очень хочется также быстро отохотиться. Но охота есть охота, как пойдет, посмотрим. Просто ураган, по-простому. Все, начинаем. Там видно. Похоже. Да, они должны пресны.
Попробуем собрать палатки, уже разложить вещи и, в общем-то, подготовиться к завтрашней охоте. Кухня, ужин, отбой, подъем, охота. Быстрая, я надеюсь, охота. Стоит, получается, стрельнуть двух баранов. Поэтому как оно управится, никто не знает. Пытаемся разгадать этот ребус. Мы находимся на границе Чукотки и Коряки. Вот буквально 2 километра 200 метров на север уже Чукотский автономный округ. Здесь вот территория Коряки. Проходит водораздел. Здесь высота 1445 метров или 1480. В общем, пойдем за чукотским бараном. 2 километра пройдем налево, направо, там посмотрим. Там совсем другая территория, другая кормовая база, и баран немножко отличается. Семейство одно. За Корякским мы пойдем на юг. Жарко, тепло, куча баранов. Это скромный ужин пока. Котлеты из кижича, пюре картофельное. Вилки, ложки, все на столе. Рыба соленая. Хлеба, хлеб вот он. Все. Доброе утро. Сегодня первый день охоты. 3 дня добирались до базирования лагеря. Вчера разбили лагерь. Весь день шел дождь, ночью был мороз, наверное, -3, -5. Очень сильно замерзли. И надо было все-таки поддеть, вот я пуховичок подел, и было нормально. А так мне замерз, ноги замерзли. Ну ничего, утром солнышко, можно сказать, идеальная погода. Вчера ночью видели в тепловизор с правой стороны 2 баранов, прям недалеко от лагеря. Сейчас они спустились вниз, ребята пошли сейчас в ту сторону, а мы в противоположном направлении пойдем смотреть. Вот идем, значит, вдоль ручья, сюда, в эту сторону, где видели баранов утром. Поднимемся вверх, ближайший к лагерю, ну а потом будем искать в других местах. Проверим, чьи следы, кто ходил, когда ходил, зачем ходил. Чукотка в ту сторону буквально, не знаю, там до границы, можно сказать, пешком подать. И там же Чукотский, то есть в ту сторону здесь будет Корякский. Попробуем добыть здесь 2, и Корякского, и Чукотского. Вот там, вот прямо. Дело в том, что... Ближний. Угу. Сразу вот самый верхний, чтобы не видел. На гребне. 3 штуки на гребне лежат. Пару километров. Сейчас будем пробовать. Вот здесь туда подняться и сверху заходить. Сверху будет самое правильное. А там дальше вот так вот распадок уходит. Но мы туда не войдем, он нас увидит. Ну да. Если он на гребне сидит, то есть нам нужно подниматься где-то здесь на гребень, не подниматься туда уже. И сверху заходить. Далеко еще по гребню прыгать. Ну, Они вон там лежат аж. ну, На фоне... Это 2 километра до туда. ну хорошо. Еще пони заведем и там сориентируемся. Ну давай, пошли. Охотники практически на выходе из лагеря замечают на дальних сопках группу животных. С большого расстояния определить трофейные качества практически невозможно. И, как уже сказали, необходимо подойти ближе. Думали, издалека бараны прошлись. Тут самочки были. Самцов пока не видно. Сейчас завернули. Внутрь пошли ущелье.
Может быть, так по кругу выйдем на свой лагерь. По низу идем, смотрим вверх-вниз. Может, что повезет. Потому что сложная охота на снежного барана. Тяжело разведку произвести. Надо забрасываться заранее. Ну, такая. Здесь охота проводилась там чуть ли последний раз именно на этом месте, где мы высадились лет 10 назад. Каждый раз в разные ущелья забрасываются. Короче говоря, снежные бараны — это сложные друзья. Но все воля Божья. На скале сидят самки. Вообще не боятся, даже не встали. Лежат и лежат. Даже не шевелятся. Удивительно. Непуганный мир. Волка нету, барса нету. Получается вообще. Ничего не боятся. Даже не встали, лежат. Как сказал Денис, на скале оказались самки. Трофейные охотники охотятся только на старых самцов, которые уже не способны к размножению. Если охотник добудет самца моложе 7 лет, его трофей не будет засчитан в рейтинговых таблицах мировых охотничьих клубов, а на самого охотника наложат значительный штраф. В некоторых случаях охотник может быть полностью дисквалифицирован и исключен из охотничьего клуба. Он старый, очень старый след. Ему больше 2 недель. Самцы, один с карабином, 3 без. Видишь нас, да? Давай ответный огонь откроем. Ну, кого ребята? Там в том месте, где вы стоите, чуть-чуть ближе к нам, вот там было 3 штуки, мы видели. Самцов видели или самок? 3 штук видели, начали подходить, смотрим, там вы стоите метров 150 от той точки. Это под нами самки будут. Ну да, это значит под нами, там самки, там 5 или 6 самок. А, они на ту сторону от нас ушли, все, значит мы туда не идем. Перебрались уже через 5-й хребет. Короче, ушли на дальний кордон. И нету никого. Зашли мы уже в Чукотку. А чукотского барана здесь нет. Короче говоря, все, облазили. Кроме самок никого не видели. Сейчас вот это ущелье просматриваем. И уже будем возвращаться в лагерь. Сюда лагерь Пеляк. В общем, не так просто все с этим снежным бараном. Маленькая популяция. С чем связано, непонятно. Анатолий, ответственный за организацию охоты, начал беспокоиться о том, что баранов действительно нет. В итоге он отделился от группы, чтобы провести дополнительную разведку. А чтобы мы потом не заблудились, тебя потом не искали. Мало ли у нас там как ковыльнет хребет. Не, я точно не заблужусь 100%. Не заблудится, так не заблудится. Но мы за тем хребтом были, не за... Вот за этим уже. За этим, да. А дальше куда мы там упремся? Все, по речке влево. Вот речка заканчивается. Ага. И влево к лагерю. Лагерь вот там. Ну, понятно. Нет ни одного самца. Ни одного. 2 группы самок видели. Самцов нету. Мы прям хорошо сегодня дали. Я не знаю, кроме раз 15 точно. Больше. Может, правда разогнали, потому что следов много бараней.
Бараны, наверное, ага. Кристально чисто. Все, закончили сегодня охоту. Никого не видели, никого не слышали. Копыта прогрели. Все, будем завтра охотиться. Сейчас ужинаем, 10 отдыхать. Самки не считаются. Короче, отдыхаем. Ой. Шурпа, баранина с картошкой, селедочка, но без шубы. Свеклы нет. Потом просто селедочка. Там пару, ладно? Я не знаю, может еще что придумать. Вот когда гон будет, вот это будет активная фаза. Они собираются, в принципе, не в одну кучу, но несколько бывает, знаешь, этих моментов, что когда... Я вот там больше знаю, где на Камчатском, когда охотились. Вот, и там 3-4, по-моему, места есть, где они собирают со всей округи бараны, ну, в одно место. И там бодаются. Реально бодаются, дерутся. Ага. Ну вот мы утром что делали с тобой? Пошли, посмотрели, они уже начали пастись. Поели, часов до 12, все зависит от погоды, ну, от температуры. Ага. Потом они залегают, где-то лежат. Потом опять часа в 3 примерно уже начинают ходить бараны, питаться. Поели, подлегли, а потом все равно они выходят куда-то на открытое место, чтобы у них был обзор. На зиму спускаются, есть зимние пастбища, стараются куда-то уйти, но это где они продаются, они как бы там лежат на типа остоя такие, вот, чтобы их волк не достал, они их не могут взять. Но у них так. И всю зиму там пасутся, пытаются пастись. Там же выдува есть. Ну вот, лежат. Доброе утро. Сегодня второй день охоты. Всю ночь шел дождь. И с утра затянуло сильно туманом. Утром проснулись, в общем-то, вариантов не было выходить на охоту. Только обед, считай, 12 часов дня, и мы выходим из лагеря. Сейчас ближайший распадок. Пойдем на дальний кордон, как планировали изначально. В общем, у нас есть там буквально 4-5 часов. Проверим это ущелье и возвращаться на лагерь. Наверное, будет все-таки завтра основная охота. Будем надеяться на погоду. Пока все идет не очень. Поэтому ни погода не дает, ни зверя не видно. Было принято решение сегодня полной группой идем. Не расходимся в разные места, а полной группой в ущелье. В общем-то, можно сказать, полдня потеряны. Осталось полдня, ну. Не оставляем надежды, не теряем все равно ни одного часа. Пробуем все равно добраться до долгожданного трофея. Мы возвращались, сейчас смотрим, будем подниматься, пробовать на гору и по хребту идти, чтобы 2 ущелья захватить. Ну, опять же, если позволит там высота, рельеф.
Сейчас вот поэтому прям и премся. Я надеюсь, что... Ну так и пойдем, да, туда поверх? Потом, да, по гребешку пойдем туда вверх. Ну, правильное решение, ага. Потому что здесь мы снега половины не видим. Да? Нету барана, нет. Тропы есть. Барана нет. Прям свежий помет. След свежий. Вчерашний 100%. Тоже как раз подмыл. Напряжение висит в воздухе. Вчерашний поиск в горах едва не лишил охотников надежды. Казалось, что баранов здесь больше нет. Но свежий помет словно знак. Дичь рядом. И кровь мгновенно закипает от охотничьего азарта. Бараны. Баранов парочку точно видно. Парочку точно видно. Поэтому сейчас будем пробовать отходить. Самцы. Это уже радует. Шли. Вот они здесь лежали на этой полке. Мне кажется, мы быстро пришли. Минут 15-20, может 30 максимум. И все, уже нету баранов, не видно. Очень неприятный момент. Далеко не могли уйти, в любом случае где-то здесь. Поэтому будем надеяться. Сейчас найдем. Хотя вообще просто как испарились, не видно их. Кто не стреляет? Да.
Есть, ребята, есть. Ой, господи, фух, слушай, ну, эмоции коровничные, просто. Теперь можно успокоиться. Да, ребят, спасибо большое. Да, спасибо. Анатолий Александрович, я тебя обниму, дорогой. Будет чего. Да, спасибо. Мы же арабские. Я же говорю. Мы же русские люди. Добыли только что чукотского барана, долгожданного, измученного, трудового, даже не знаю, как это назвать его. Стреляли одновременно с Антоном. Добыли 2 баранов. Одного Антон, другого я. В общем, чукотский баран положен после, в принципе, недолгих 2 дней сложных переходов по горам, но в принципе задача выполнена. Чукотский баран есть, остался корякский баран, и в общем-то охота завершится. Очень надеемся, что корябского также удастся добыть быстро. Сегодня после обеда вышли и сразу после обеда и нашли группу. Вот 2 барана было, 2 баранов взяли. Хороший баран, 9 лет, шикарный трофей. В одной группе удивительно 2 барана и с разными базами. Получается, у этого широкая база, Антон, которого стрелял, узкая база, хотя один и тот же баран. Стреляли где-то там 320-330 метров. В общем, прямо на реке они тут и залегли. Чукотский есть, идем за корякским. Спасибо. Доброе утро. Сегодня 3-й день охоты на корякского и чукотского барана. Вчера, слава богу, мы добыли чукотского. Осталась задача добыть корякского. Здесь такое уникальное место. Мы вот сейчас находимся вверх. Получается, где мы вчера охотились, это Чукотский, 62-я параллель. А вниз, туда, грубо говоря, 3-4 километра в Чукотский. И вниз, туда 3-4 километра, это получается уже Корякский. Уникальное место, ну, принято. Получается такая административная граница между Коряки и Чукотской. И, в общем-то, 2 разных барана. Вот с утра опять дождик. У нас здесь дождик 3-4 раза в день. Он то пойдет, то остановится, то пойдет, то остановится. Все-таки камчатская природа непредсказуемая. Ни один прогноз, наверное, не справится с ней. Вот сейчас утром проснулись, солнышко, 10 минут дождик. Сейчас опять через 10 минут опять солнышко. В общем, уже собрались, подготовились, выдвигаемся. Уже, конечно, ноги тяжковато, конечно. Мы каждый день 15-20 километров преодолеваем дистанции, конечно, все на ногах тяжело. Ну, очень интересная охота. Мы реально находимся в дичайшем месте. Вот здесь никто никогда не охотился. Даже егеря приехали, никто места не знает, ничего не знает. Грубо говоря, вертолетом забросили. Никто, ни один человек здесь не охотился. Там. А вниз по речке 2 километра. И потом по правому борту через маленький перевальчик. Там хорошее ущелье. Будем смотреть баранов. Будем? Хлеб как-то не идет. Не идет ни хрена хлеба, ага. Галеты? Нет, тоже жирные. Прямо 2 километра 610 метров. Потом поверните направо. Ну, можно и подняться, да, вот пройти. Там, где исток, вот там пупок тоже небольшой. Свежий помет. Барана прям свежий.
расщелине. Не знаю, но ночной, либо максимум вчерашний. Поэтому если он здесь есть, видно, что баран крупный, то должен в этой территории обитать. И медведя, горлышку видели. Да, вот так, да? Вот по этому гребню. Да, наверх, если подняться, гарантирую, это самый лучший вариант. Вот самый, по травке, сложный, да. самый сложный, но самый лучший. Давайте еще посмотрим, может поближе будет. Поднявшись на самую высокую точку, группа замечает барана на противоположном хребте. Да, мы нашли. Владимир, уходим. Это самцы, 2 самца. 2 метра, наверное, 2,5 отсюда. Но они зашли во вторую щель. Они шли вот так, они вот так шли прямо. И скрылись за вот этой серой. Это зелененький тоже, как 2 крупных, понял? 2 крупных самца 100%. Казалось, что в этом месте больше не осталось баранов. Но тут такая удача. Такой шанс нельзя упустить. Нормально. Смотри. Уже потерялся. Вот сюда вот. Выйти на перешейк, вот на этот. Наверное, так. На зелененький этот? Да, вот так вот. И там. Есть. Здорово. Поздравляю. Мама. Добыли только что корякского барана. Это последний трофей у нас в этом залете, скажем так. На 3-й день достаточно, можно сказать, быстро для снежных баранов. Вчера добыли чукотского, сегодня корякского. В общем, шикарная охота. Как теперь даст Бог, с погодой будем выбираться отсюда. Еще останется у нас камчатский баран. То есть надо вернуться сейчас в Петропавловск на Камчатский. И оттуда заезжаем на машинах, потом на вертолетах и за Камчатск. Если Бог даст, может быть, чуть раньше срока даже управимся. Хотя для снежных баранов это удивительно быстро. Что надо на каждого закладывать, я думаю, по неделе, по 2. Потому что их вообще так-то популяция не очень высокая. Плюс очень большие просторы. Большая кормовая база, суровый климат не сильно дает климат, и природа дает увеличить сильно поголовье, большое поголовье вообще. Поэтому в 3 дня уложиться в 2 трофея — это, конечно, фантастика. Организаторам большое спасибо. Корякский у нас. Движемся за Камчатским. Кальвадос не брал? Надо дежурного назначить за Кальвадос. Его носить. Его же не выдавали.
После тяжелого дня группа возвращается в лагерь с добычей. Начинается самая вкусная часть программы. Егерь Андрей обещал приготовить лучший корякский деликатес. Это приготовление бараньих яиц. Сейчас делаю маринад, постоит полчаса. Потом на быстром огне обжаривается 2-3 минутки. Очень вкусно. Секрет маринада не раскрыт, но с мозгами проще. Мелко нарезаем лук, обжариваем до золотистого цвета. Мозги приправляем солью и перцем. Добавляем к луку. Через 7-10 минут блюдо можно подавать к столу. Все гениальное просто. Недолго. Я мороженое с крокодилом сделал. Так, это на тарелочку складываете. Давай. Это должны попробовать все. Ну, папарат. А ну-ка. О, яйца. Сейчас мы попробуем. Это сегодня нас балуют. Да. Ну, день такой. Ну, я скажу, мозги торчат. Да, мозги номер 1. Ну, сейчас Понравилось? подожди. Мозги нереально вообще. Ну, надо доедать, пока горячий. На срединном хребте. Погода совсем испортилась. Анатолий пытается организовать нашу эвакуацию. Из тундры в теличики. Короче, вот в 12 часов прогноз обновился, Это и еще он не радует. 10-бальной шкале. Там еще забит перевал, но ветер уже поменялся с западного на южный. Это хорошо, то что циклон может уйти южнее, севернее. И тогда у нас шансы высокие. После 3 часов будет новая информация, и мы уже будем решать. Фу, вот такого еще у нас в жизни еще не было. Уже 8-й день в лагере. Стрелялся я на 3-й день. И уже 5 дней мы ждем вертолета. 5 дней нам каждый день говорят завтра, завтра, послезавтра, завтра, завтра. У нас плохая погода, то на вылете плохая погода. Короче говоря, 5 суток мы на лагере не можем вылететь. Фу, уже пошел снег. Прилетали, было лето. Надеюсь, улетим скоро. Уже зима началась. Уже зима, снег, ночью снег был, уже заморозки. В общем-то, сегодня нам уже сказали, что все, вертолет точно за нами не летит. Хотя у нас погода хорошая, там плохая. Пытаемся сейчас еще раз, надеюсь, заключительный раз выйти в горы и попробовать. Выйдем по склонам, пробежимся, может, увидим какого барана. Вроде обещают завтра нас забрать. Но нам обещают забрать уже 5-й день. Очень надеемся, что завтра нас заберут и забросят на камчатского барана. Но это еще не гарантия. Ну, что сказать, не хотят нас его вывозить. Суббота уже. Да, суббота же начали есть. Угу. Ну вот. И денег никому не надо. Сколько не уговариваем, да? Кошмар. Ваши политики не работают. Пойдем гулять. Так, все, пойдем гулять, все, готовы, попрыгали? В общем, идем на охоту и пробуем завтра улететь. В лагере постепенно заканчиваются запасы еды. Каждый уже пожалел о том решении оставить большую часть мяса хищникам и птицам. Тогда это казалось разумным, ведь тянуть десятки килограммов через перевалы и броды было невозможно. Голод в горах не шутит, и он становится еще одним испытанием для нашей экспедиции. Нет, слежись. А, тут, пойдите, ребят. Вот только это. Не надо. Пускайте, буду. Давай, если не можем, то мы день потеряем сейчас. Если мы будем. Да, смысл его. Да он маленький. Не надо. Неожиданная встреча с медведем взбодрила всю группу. К счастью, до выстрела дело не дошло.
Молодой самец быстро понял, что лучше держаться от нас подальше. Но стоит лишь представить подобную встречу 1 на 1, да еще и без оружия. Исход мог бы оказаться совсем иным. Ну вот я говорю, я ни одного следа свежего не вижу, кроме вот того. Больше баранов здесь нет. Вернулись домой. И очень надеюсь, что охота закончилась, по крайней мере, в этом районе. Мы облазили все, уже, получается, 8-й день. Вертолет не пролетает, погода не улучшается, уже снег метет. Прилетали летом, буквально неделя, уже зима. Уже все сопки заснеженные, пролазили сегодня целый день, ни одного барана. Удивительно. Погода испортилась, и все бараны как будто испарились. Видно, что много троп, много следов. Старых, правда, следов. Как-то холодает, и сразу все исчезает. Куда исчезает, ничего не понятно. Ни местно никто не может объяснить, никто не может объяснить, где баран, куда делся. Мы тут, можно сказать, прошерстили от А до Я. И ни одного барана. Вот это нам повезло, мы добыли чуть-чуть. Мы-то полностью, я добыл Чукотского и Корякского, Антон только Чукотского. Надо будет возвращаться. И, короче говоря, очень надеемся, что завтра вертолет все-таки прилетит и увезет нас отсюда. Потому что уже сил больше нет. Держаться нету больше сил. Все, бомбардия. Она молодец. Чувствует хорошо. А куда подошел? Ну, он где-то здесь рядом был. Вот здесь. Она сюда 2 раза лаяла. Потом я ее отогнал, думал, на вас реагирует. А потом смотрю, Мишаня пошел, и все. Ну, его хорошо было видно. То есть так практически отсюда можно было добыть его элементарно. Сегодня никто не может нас забрать отсюда. Погода не дает, да? Ну, Серега посмотрел, говорит, сегодня не пройдет. Не пройдут сюда к нам, или не пройдет он же издалека летит? Ну, он в Ивашке сядет и будет ждать погоду. Но нельзя будет прилетать, пока он не уверен, что здесь погода есть. И здесь не перейдет, да, правильно? Да, ему с полной заправкой еще лететь сюда, это очень будет печально крутиться. А если он даже взлетит на разведку, ему с такой заправкой садиться по ним сложно будет в этой Ивашке. Там нету такой полосы. С максимальной загрузкой он не рискнет взлетать. А у нас вот здесь теличики. Здесь погода пока есть. Вот мы здесь находимся. Здесь у нас пока погоды нет. Здесь у нас еще закрытый аэропорт. Есть возможность вызвать вертолет с центра Камчатки, но он не перейдет перешейк. Пока. По фактической погоде. А можешь у Разуваевой узнать номер этого Журавлева? Или она тоже не доступна? Анатолий, по обеду как? Доширак, наверное, заварим. Да? Да, С тушенкой? С тушенкой? Да. Ой, будет вкусно. С бараниной. Какой? Почки на костре, пожалуйста. Играется, нет? Нет. Играется или нет? Да, она только дай волю. И Она. картошку посадим, конечно, обязательно. Не прошло 10 дней. Забирают нас. Слава богу, вертолет. Получается, 5 суток. Сидели, ждали вертолет. Не было погоды, ураган, буря. И сегодня ночью уже выпал снег. Мороз уже -5. Прилетели летом, улетаем зимой. Снегом все подзавалило. Так понимаю, баран куда-то ушел на юга. Оказывается, я так понимаю, под предположением, что мигрирует. Троп очень много. Видно, что барана очень много. Но, видать, сюда приходит летом. Потому что на югах жарко, мошка, комар. А здесь немножко прохладнее, севернее. И он здесь, получается, июль.
август, и конец августа начинает скатываться на юг. Ну, то есть вот такое предложение, потому что мы, что называется, ни одного дня не ленились, ходили, и прям видно, что он двигается в юг, весь скатывается. В последние дни просто ни одного барана, даже самок, ни детеныша, никого не видно было. То есть можно предположить, что уходит на юг. В общем, слава богу, вертолет летит. Вот за нами летит экипаж долгожданный. Сейчас мы наконец-то улетим в поселок Теличики. Сейчас достанем. Бля, как-то мы просторнее летели сюда. Да. Выкидай его туда, прям. Все равно все. На, и вот это тоже. Все, видишь, у нас специально. Ну вот и долгожданная эвакуация. Впереди нас ждет охота на камчатского барана. Но, к сожалению, уже не в этом году. Погода в районе охоты окончательно испортилась, и мы возвращаемся домой. Спасибо, что были с нами. Будем рады вашим комментариям и подписке на канал. До новых встреч в наших экспедициях. Как я люблю Теличики, а? Это такое вообще. Наш любимый город. Дом Электричество родной, есть. уже привыкли. Вода горячая есть. Что еще надо? Сказали еще не вариант, что мы завтра вылетим. Поэтому пока здесь обосновываемся надолго. Будем чилийцами.